Привет, друзья! Сейчас новый обзор новостей Европы. На юге Европы заметно увеличилось число людей, прибывающих морским путем. У берегов Греции на короткое время сложилась ситуация, которая создает дополнительную нагрузку для властей и структур ЕС. В Евросоюзе обострились обсуждения будущего искусственного интеллекта. Соединенные Штаты Америки и Китай ушли далеко вперед. А в Брюсселе решают, сможет ли Европа сохранить технологическую самостоятельность. В автомобильной отрасли Европы принято решение, которое меняет планы автопроизводителей и водителей. Один из крупнейших концернов пересматривает судьбу бензиновых и дизельных моделей под давлением правил ЕС. Параллельно в мировой энергетике происходит то, что не вписывается в зеленую повестку. Использование угля в мире снова достигло максимальных значений. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, на острове Крит в Греции за последние двое суток произошло резкое увеличение числа людей, прибывающих по морю из Африки и Ближнего Востока. Патрульные катера греческой береговой охраны совместно с кораблями Агентства Европейского Союза по охране границ Frontex обнаружили и сопроводили более, внимания, 650 человек, находившихся к морю в нескольких перегруженных лодках и плотах. Среди них было одно плавсредство с примерно 545 людьми на борту. Спасенных доставили в порты небольших городов на юге Крита и оттуда перевозят в пункты временного размещения, где они проходят регистрацию и дальнейшую распределительную процедуру. Власти объясняют рост прибытия тем, что в районе в последние дни сохранялись благополучно погодные условия, что упростило деятельность сетей, занимающихся перевозкой людей через Средиземное море из Ливии. Этот поток мигрантов не разовый случай. В этом году, по актуальным данным, около 18 тысяч человек уже прибыли на остров, тогда как за весь прошлый год таких прибытий было примерно 5 тысяч. Многие отправляются из порта Тобрук в Ливии и пересекают около 300 километров опасного морского пути. Маршрут к югу Крита стал одним из наиболее загруженных направлений нерегулярного перемещения людей в Европу. Пограничные службы ежедневно проводят операции по спасению людей, но ситуация остается на сегодня сложной. Только в последние недели у берегов Крита фиксировались аварийные инциденты, в результате которых были человеческие жертвы. Это увеличивает нагрузку на греческие власти и страны Европейского Союза, которые стремятся одновременно регулировать въезд, обеспечивать безопасность и соблюдать международные обязательства по защите людей, оказавшихся в сложной ситуации. Следующая новость касается будущего. Европа сейчас находится в одной из ключевых технологических фаз, связанных с конкуренцией за лидерство в разработке искусственного интеллекта, где ведущие позиции занимают крупнейшие компании из Соединенных Штатов Америки и Китая, сосредоточившие значительную долю рынка и инвестиций. Несмотря на это, эксперты говорят, что Европа не без шансов, если сделать несколько ключевых шагов. Главная проблема Европы сегодня – это недостаток стартапов и венчурного капитала, который мог бы превратить идеи в крупные компании мирового уровня. Континент может похвастаться талантливыми разработчиками и большим рынком покупателей, но деньги идут в основном в Соединенные Штаты Америки. Американские фонды вкладывают в стартапы суммы, которые в несколько раз превышают европейские. Это ограничивает возможности компаний развиваться в Европе и на равных конкурировать с технологическими лидерами из Кремниевой долины. Европейские эксперты подчеркивают, что для успеха нужно больше капитала, ускоренный переход от исследований к рынку создания условий, чтобы лучшие технологические компании могли оставаться и развиваться здесь, а не переезжать за океан. Помимо финансирования важна и инфраструктура, например, доступ к мощным центрам обработки данных и энергоэффективным сетям, а также высокая квота инженеров и специалистов в области искусственного интеллекта. Это ключевые факторы, если Европа хочет не просто догонять, а играть ведущую роль в будущем. В Брюсселе и в столицах государств Европейского Союза уже разрабатывают стратегию поддержки искусственного интеллекта. Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен делает ставку на двойной подход. То есть не только на регулирование использования искусственного интеллекта, но и на стимулирование исследований и внедрение новых решений в промышленности, медицине и государственных услугах. Так называемые программы Apply и другие инициативы направлены на то, чтобы объединить усилия компаний, научных центров и государств для создания конкурентоспособной экосистемы искусственного интеллекта. Эксперты считают, что у Европы есть сильные стороны, например, высокий уровень образования, крупные университеты и развитая промышленность, которые могут стать основой для новых технологических лидеров.
Но чтобы выиграть мировую конкуренцию, нужно масштабное финансирование, простые условия для стартапа и синхронизация усилий всех стран блока. Если эти условия будут выполнены, Европа сможет не только догнать, но и в ряде областей выступать на равных с Соединенными Штатами Америки и Китаем в деле искусственного интеллекта. Следующая новость связана с электромобилями в Европе. Крупнейший автоконцерн Volkswagen объявил стратегическое решение, которое напрямую затрагивает миллионы водителей в Германии и по всей Европе. Компания больше, внимания, не будет выпускать новые малолитражные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Уже с 2026 года такие модели, включая будущий ID Polo, будут выходить исключительно в электрической версии. Причиной стали более строгие экологические требования Евросоюза. При канцлере Германии Фридрихе Мерце Берлин официально поддерживает курс на ускоренный переход автопрома к электротранспорту, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что производители, не соответствующие новым нормам по выбросам, столкнутся с существенными финансовыми санкциями. Глава марки Volkswagen Томас Шефер прямо говорит: именно для дешевых и компактных машин экологические правила стали настолько строгими, что бензиновые версии просто перестали быть рентабельными как для компаний, так и для покупателей. Первые полностью электрические ID Polo будут собирать в Испании, а аккумуляторы поступят в том числе с батарейного завода Volkswagen в Зальцгиттере. Это решение не является единичным, а отражает общую тенденцию автомобильного рынка, при которой европейский автопром в условиях политики и экологических стандартов быстро меняет свое направление развития. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Мировой спрос на уголь, один из наиболее углеродоемких видов топлива, снова достиг нового рекордного уровня, несмотря на усилия по переходу на более чистые источники энергии. По данным Международного энергетического агентства, в этом году общее потребление угля в мире выросло и стало самым высоким за всю историю наблюдений. Это означает, что больше угля используется для производства электроэнергии, чем когда-либо ранее. Даже несмотря на рост ветровой, солнечной и другой зеленой энергии. Главным двигателем этого роста остаются развивающиеся страны. Наибольший объем сегодня использования угля приходится на Китай и Индию, где быстро растет потребление электроэнергии для промышленности, жилья и сферы услуг. Уголь по-прежнему остается дешевым и доступным источником энергии, и в этих государствах он используется для покрытия растущих потребностей в электроэнергии. В Европе и Соединенных Штатах Америки потребление угля сокращается, но этот спад не перекрывает рост в Азии и других регионах, поэтому в глобальном масштабе уровень остается на рекордных отметках. Это создает дополнительные сложности для усилий по сокращению выбросов СО2 и сдерживанию изменения климата, поскольку уголь остается значимым источником парниковых газов. Эксперты отмечают, что хотя в будущем ожидается постепенное снижение зависимости от угля, особенно к 2030 году, этот переход будет медленным и сложным, и пока мировая энергетика остается зависимой от ископаемого топлива. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.